这个小孩呢，这是在5年之后，又到西雅图的诊所来感谢我。这是他的妈妈，现在也在开异乡医学诊所。Да, это получается малышка, она через 5 лет после того, как лечилась у меня, приехала в Сиэтл в клинику для того, чтобы еще раз поблагодарить за результаты. Вот, ее мама сейчас, она уже имидж-терапевт. 问题是什么呢？他2个月以来眼睛视力越来越差，2个眼睛，一个近视，一个远视，但是越来越看不见东西了。Что же произошло с этой девочкой? Да, мама ее до этого была не знакома с этими методами. Что произошло с этой девочкой? За 2 месяца до того, как она обратилась, вдруг резко начало падать зрение. Причем одно близорукость, второе дальнозоркость, получается, разные глаза. И чем дальше, тем хуже. 所以他妈妈带着他看不同的医生，2个月没有任何效果，医生找不到真正的病因是什么，只是知道视力越来越差。Получается, она водила ее к разным врачам, очень известным экспертам в области офтальмологии, и никто не мог ей поставить четкий диагноз, то есть, точнее как, не могли определить причину заболевания, только просто знали, что, по сути, изо дня в день у нее хуже со зрением. 好，所以他的朋友介绍就到西雅图的诊所来找我。Да, поэтому по рекомендации ее подруги она обратилась ко мне в Сиэтл, в клинику. 然后我们就用异乡医学的办法先诊断。И мы использовали подходы имидж-медицины, я в смысле использовал для диагностики. 用异乡医学办法诊断，发现眼睛里这眼睛里面有绿的颜色，绿的光。Как я увидел по образу диагностики, да, я вижу, что у него в глазах есть зеленый свет, который не должен был быть. 这个我们看到绿的光，这个就是相，是一种病的相，就是一种气。Да, по сути, это некая болезнь, это образ болезни, да, то есть это некая вот эта энергия. 正常状态下是不应该有这种光的。В нормальном состоянии этой энергии быть не должно там. 同时，我们看到这种光有一个连接，这种光，到这个肝区了。Да, и вот этого цвета была такая, как, знаете, ниточка, связь с такой вот с участком печени. 这个肝区，它正常状态下，这个绿光都应该在肝区，但是发现这个肝区的绿光在少，都跑上去了，被撵到上面去了。 Получается, зеленый свет, вот такого свечения в области печени, это нормальное явление. По сути, оно там и должно находиться. То есть зеленый цвет – это цвет печени. И тут, получается, каким-то образом он переместился к глазам. То есть, получается, какая-то часть энергии, видимо, поднялась вверх. 实际上，我们看到呢，在肝里很多暗的气。 При этом, если присмотреться было внимательно к печени, в тот момент мы бы увидели, что там очень много темной такой тусклой энергии, не очень хорошей. 而且在视直肠这个大肠这一块直肠上有很暗的一团气。 Да, и также был очень темный сгусток в области кишечника. 然后我们再看眼睛的结构，它的物理的结构没有任何变化。 Да, ну, если бы мы посмотрели на физическую составляющую, глаза никаким образом не изменились. То есть там никаким образом не было никаких структурных деформаций или изменений. OK， 所以我说呢，我说孩子的眼睛没有问题，不用担心。
Поэтому я маме сказал, говорю, не переживайте, у вашей дочери с глазами все хорошо. 因为我们学相学知道，只是能量的变化，我们很快就给它变过来了，把能量就给它，把这个气就给它改变过来了。 Да, потому что, почему я так сказал, потому что те, кто занимается изучением медицины, они знают, что изменение энергии, потенциала, да, без физических каких-то последствий, это быстрый результат. 所以呢，我就把这个十指肠这一地儿，这个暗气给它取出来，让肝气和眼睛的肝气都下来，回到肝，把这个肝和十指肠这地儿打通，让它往下走。 Да, получается, поэтому я убрал у нее темную энергию с кишечника, также из печени, а ту зеленую энергию, которая была в глазах, как бы попросил опуститься вниз назад в печень. 我说行了，明天再来一次，看看效果怎么样。 Но я провел терапию, сказал, хорошо, все, давайте завтра придете, посмотрите, как будет результат. 他妈妈说我们家太远，来不了。 Да, но мама ее сказала, ой, мы очень далеко живем, навряд ли мы сможем приехать. 但是第二天中午12点的时候给我们打电话，要来。 Но на следующий день, в 12 на обед, она мне позвонила и говорит, ой, мы приедем. 确实他们家要开3个小时的车，确实是远。但是他来到之后才告诉我们，说我孩子的眼睛有问题，你怎么治肚子，怎么治肝，怎么再治肚子不治眼睛？ Ага, ну, еще, да, и действительно 3 часа была дорога в одну сторону, да, и поэтому, когда первый раз она приехала еще, да, она очень была напряжена, почему, говорит, спрашивает, почему вы лечите живот, почему лечите печень, не глаза, глаза это же проблема. 因为我们不好给一个一般的人来解释我们看到什么了。 Ну, потому что простому человеку очень сложно объяснить, что мы увидели. 所以当我们治肚子的时候，他妈妈根据他西医的这种理解，就认为这是什么医生呢？我们治眼睛，你怎么给治肚子呢？ Да, получается, что как бы западный врач, да, тоже как бы точно так же бы воспринимал, и как мама, будучи такая, ну, ответственная, да, она говорит, слушай, я привела ребенка полечить глаза, почему же вы лечите живот? 他女儿晚上回家之后就说：“哎呦，妈妈，我怎么能看见电视了呢？” Но получилось так, что ребенок вернулся, после того, как девочка вернулась домой, она вдруг вечером сказала, ой, мам, я, по-моему, телевизор вижу. 他妈说：“怎么可能呢？ Как, 没给你治眼睛。” как она говорит, может быть? 第二天早上，他女儿还说：“哎，妈妈，我这眼睛看见了。” Да, и на второй день с утра сказал, ой, мам, у меня один глаз видит. 然后他妈妈就带他去看眼科医生，一检查视力提高了60%。 Да, и получается, мама повела ее к врачу, ну, офтальмологу на следующее утро проверить. И там сказали, зрение улучшилось на 60%. 所以这样才给我们打电话，还要来才相信。 Получается, только таким образом она поверила, и потом поэтому позвонила второй раз, говорит, мы приедем еще раз.